Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, нас зовут Виталий и Лада. Мы совсем недавно вернулись из Черногории в Германию, и здесь уже такая осень, красиво, солнечно. А в последние 2 дня в Черногории нас постоянно поливал дождь. В этом видео мы вам покажем, как это было. И еще в этом видео мы хотим вам рассказать о том, сколько денег мы потратили на эту поездку, потому что наши зрители постоянно нас об этом спрашивают. Ну и еще один вопрос, который все время нам задают, это действительно ли мы решили переехать из Германии в Черногорию. И вывод, который мы сделали по поводу Черногории, мы тоже вам расскажем в этом видео, в конце этого видео. Так что давайте посмотрим. Сегодня мы вас приглашаем прогуляться по городу, который называется Herceg-Novi. Сегодня утром мы сели в автобус, чтобы добраться из Будвы в Herceg-Novi. Сели на автобус, который идет длинным путем, и он объезжает Бока-Которский залив со всех сторон, просто кружит по берегу. Недавно мы ехали по противоположному берегу, сейчас едем по этому. Очень красивый маршрут. Нам не очень повезло сегодня с погодой. Солнце спряталось за облаками, немножко серо. Тем не менее, очень красиво, атмосферно. В автобусе почти нет людей. Мы едем из Будвы, часть людей вышла в Которе. И дальше люди едут в Herceg-Novi. Вместе с нами тут всего лишь 6 или 7 человек в автобусе. Я даже не жалею, что мы поехали более длинным путем, потому что более короткий нас вез бы через паром, и мы бы уже были на месте и не увидели бы вот этой красоты. Но на самом деле мы с Ладой уже определились, где мы хотели бы жить, а где не хотели бы. Дело в том, что залив — это залив, все-таки здесь как бы простора мало, очень все тесно. Дома стоят между горами и заливом. Ну вот одна дорога, шоссе, по которым все ездят. Пляжей практически нету. Ну и для жилых районов тоже очень мало места. Вот, кстати, вон и паром. На нем мы могли бы ехать и доехали бы гораздо быстрее. Жить у моря все-таки гораздо приятнее. Будва нам очень сильно понравилась, потому что она просторная, ну, сравнительно просторная. И море, открытое море — это вообще красота. Там такие чудные пляжи. Сегодня посмотрим еще на Herceg-Novi, что нам предлагает этот город. Судя по отзывам, Herceg-Novi тоже очень приятный город у самого моря, на самой окраине Черногории, на границе с Хорватией и Боснией. На самом деле мы не очень дорого путешествуем. Самое дорогое — это перелет. Wir bitten Sie um Ihre Aufmerksamkeit für wichtige Sicherheitsinformationen. Ihr Smartphone sind Tablets, dürfen Sie gerne im Flugmodus benutzen. Sollte eines der elektronischen Geräte beschädigt sein, bitte darauf. В этот раз мы летели самолетами компании Eurowings и покупали билеты заранее. Я даже рассказывал, у нас была проблема, мы их дважды пытались купить. И купили мы их в результате за 450 евро в целом. То есть это на двоих в одну сторону и в другую. То есть получается за одного человека 112 евро билет стоил. Это достаточно дорогая цена. Можно иногда, если удастся, на других направлениях найти билеты подешевле. Например, даже по 50 евро, даже по 30 бывает. Второй по объему расход — это жилье. Жилье в курортных городах, конечно, всегда дорого, а мы остановились в Будве, и мы думали, что оно затянет гораздо больше денег, но поскольку это уже был октябрь, и в октябре не сезон, то нам удалось найти квартиру по цене 27 евро в сутки. Это в целом за 7 дней у нас получилось 200 евро на жилье. 200 евро это не так-то и много. Мы всегда ищем апартаменты, где можно приготовить себе еду, потому что если поселиться в отеле, где нет ничего, даже чайника, то постоянно придется ходить в рестораны, а это дорого. Вот. Мы показывали вам, что мы купили там еды на 60 евро в супермаркете, и в общем-то
Этого нам было на неделю достаточно. Напомню, мы ровно 7 дней находились в Черногории. И за это время мы один раз всего зашли в супермаркет и, возможно, второй раз еще купили бутылочку вина. 60 евро на неделю у нас ушло чисто вот на продукты домой. И, конечно же, мы пару раз зашли в рестораны, потому что как же без этого, особенно когда мы ездили в другие города. Но мы как-то скромно пытались есть, но в целом мы на рестораны потратили за все 7 дней 76 евро. Трижды мы были в ресторане. Первый раз 33 евро потратили, кстати, в Будве. Второй раз в Которе мы потратили 26 евро. И в Херцег-Нове вообще за 17 евро пиццу съели с чаем. И все. По Черногории мы перемещались на автобусах. В целом за 7 дней, за все наши поездки, перемещения по Черногории мы потратили 73 евро. Это были поездки из аэропорта в Тивате в Будву, потом из Будвы в Котор и обратно, и потом еще из Будвы в Херцег-Нове и обратно. И один раз нас на попутке подвез человек на своей машине, мы ему заплатили 10 евро. Это входит в стоимость общей суммы 73 евро. То есть билет на автобус, например, из Будвы в Котор или в Херцег-Нове стоит от 6 до 8 евро. На такси нам пришлось потратить 40 евро уже в последний день, потому что мы рано должны были ехать в аэропорт, чтобы вернуться вовремя к самолету, зарегистрироваться, там, сдать багаж. Поэтому мы решили не рисковать ехать автобусами и попросили хозяина нашего апартамента, чтобы он нас отвез. А там, конечно, цены конские. Там таксисты берут 40 евро за то, где автобус берет 4 евро. Мы заплатили налог, туристический налог за пребывание в Черногории 7 дней по 1 евро с человека. Это было 14 евро. Нас предупредили, что если мы этот налог не заплатим, то нас при вылете из Черногории могут оштрафовать. И мы взяли с собой этот чек в аэропорт, но никто этим чеком не поинтересовался. Поэтому я не знаю, насколько это правда, что штрафуют за 200 евро каждого, если ты не заплатил этот налог. Мы это как бы не можем подтвердить, но на всякий случай мы, конечно, заплатили. Еще мы посещали музей один раз по 5 евро с человека, 10 евро в Будве, в старом городе. Зашли в музей, посмотрели. Ну, особо там нечего смотреть, просто старая крепость, виды на море, библиотека. В общем-то, какой-то старинный ресторан там внутри, кораблики. Мы вам это подробно не показывали, потому что музей — это скучное дело, такое себе развлечение. И в целом, друзья, мы потратили на всю нашу поездку 923 евро. Все в сумме. То есть это не так-то и много. И мы надеемся, что эти деньги нам вернутся, то есть отобьются. Мы в этой поездке сняли 3 видео. Сейчас вы смотрите 3-е видео из этого цикла. И судя по предыдущему опыту, когда мы ездили в Италию, и там мы сняли 4 видео, мы, правда, там были чуть дольше, 12 дней, то та поездка нам окупилась. То есть каждое видео зарабатывает какие-то деньги, и, в общем-то, они возвращаются. Мало того, получается какая-то прибыль. Вот за этот счет мы и ездим. Мы берем деньги с YouTube, вкладываем их в поездку, и потом эти деньги возвращаются в виде монетизации с YouTube. Приехали. Мы ехали в Херцег-Нове почти 2 часа. Красивая была дорога, но мы очень проголодались, потому что с утра ничего не ели. И зашли в ресторанчик вот с таким видом, прямо в центре города, рядом с центральной крепостью. По идее, ресторанчик не самый дешевый, там через дорогу
был вроде как подешевле, Но но... мы для вас, чтобы вам было приятнее смотреть, не где-то нас подворотнее сидящих Да, да. и жующих, а вот с таким видом. Поэтому оцените, поставьте лайк. Вала, большое-большое спасибо. Принесли нашу Маргариту. А за окном тем временем пустился дождь. И даже шторы немножко опустили люди. Интересно, мы не ожидали дождь, но, в общем-то, посмотрим страну в любом настроении, да? О, пробуй. Это сырная пицца Маргарита. По идее, она стоит здесь 12 евро. Хорошая пицца. Пицца как пицца. Ну все, тогда мы ее... Хорошая. Принесли ее еще чай не остыл, да? В 17 евро обошелся нам наш завтрак или обед, не знаю, что это было. Ну, в общем, мы положили 20, будем чаевые 3 евро считать. Старые города, конечно, страдают одной болезнью, узкие улочки. И не разминуться с машинами. Нету, например, здесь для пешеходов никакого тротуара. Я иду вот по парапету. Мы спускаемся вниз к морю, вон туда, к этой башне, к этому замку. Это особенность жизни в горах. Посмотри. Ой. О, это автобус большой. У нас... Ого. Ё-моё. Вообще, Кошмар. смотри, как он близко к нам подъедет. Тут опасно ходить. Ну смотри, ну люди ходят. Это такая я не дорожка для прохода Ну да. получается. Надеюсь, это не везде так, а может и везде. Город-то весь на холме. Лестницы, да, узкие дорожки, магазинчики. А он там вообще дальше не может проехать. Таково наше первое знакомство с городом. Дождь и сигналящие автобусы. Ну вот она, крепость Форте-Маре. Это крепость, возле которой основался город. В 1382 году король Боснии приехал сюда и решил здесь построить эту крепость, свой форпост. Это средние века, друзья, 14 век. Короля Боснии звали Тверко. Я даже не могу произнести. Тверко. 4 буквы, 5 букв согласных подряд. Да. Это очень интересно. Почему-то они любят здесь. Вот, например, в имени Кристо тоже Крсто. Как-то для нас сложно выговаривать. Можно было бы добавить какую-нибудь одну согласную букву. Так вот, король Тверко, первый причем, построил здесь крепость, и с тех времен вокруг крепости разросся городок. Пойдем Ну сначала в что? крепость или сначала... Ну Виталик, я тебе Да. точно могу сказать, что если мы сейчас в нее не зайдем, мы в нее не зайдем никогда. Никогда. больше. Все, тогда, друзья, идем к крепости, мокнем под дождем, смотрим на вид и узнаем, что здесь есть интересного. Подобрались мы уже вплотную ко входу в башню крепости Форте-Маре, но оказалось, что здесь платный вход 4 евро для того, чтобы забраться сюда на смотровую площадку. Но мы и так высоко стоим, красиво смотрим. Мы увидим точно то же, просто зайдя на ближайшую площадку. Да, а мы здесь еще можем выше подняться бесплатно, поэтому все, крепость в пролете, красоты и так достаточно. Правда, тут идет стройка, разбитые ворота. Я думаю, в той башне вообще кроме стен ничего нету. Гораздо красивее посмотреть на вот эти улочки. Я так думаю, здесь можно даже жить, да, где-то? Я думаю, люди живут здесь. Но поскольку мы ищем жилье, друзья, мы не ищем его здесь, мы знаем точно, это либо отели, либо апартаменты. Вряд ли здесь кто-то сдает на долгосрочную аренду, либо здесь вообще рестораны. Поэтому в таких туристических центрах можно ценой и не интересоваться, разве что на одну ночь. По-русски написано улица Марка Войновича. А смотрите, как они Войновича, интересно. да? Да, адмирал русские. Как интересно они используют
латиницу и кириллицу в одних и тех же словах. Адмирала русского Черноморского флота. Да. Смотрите, в фамилии Войнович написано буква И латиницей и Ч тоже непонятно как. Остальное все кириллицей написано. Ух ты! Вот На так самом вот. верху здесь оказывается вот такая вот площадь. Прям мраморная площадь. С фонтаном и ресторанами. И вот такая вот очень симпатичная, я бы сказал, милая и маленькая церквушка стоит здесь. Храмы здесь православные, поэтому Лада с удовольствием посещает их. Для людей, которые хотят приехать в Черногорию для того, чтобы найти себе здесь работу, это не самый лучший выбор, потому что в Черногории как раз и работы мало, и зарплаты низкие по сравнению с соседними странами. Например, по статистике средняя зарплата в Черногории это 1200 евро брутто на 2025 год, а после вычета налогов 1000 евро. Получается нетто. То есть сама по себе зарплата небольшая, но и вычеты небольшие, что интересно. Не такой-то большой процент налога. Из 1200 остается 1000, это 200 евро всего лишь налог. Это еще приемлемо. Ну и страховки здесь не такие страшные медицинские, как в Германии, например. Не нужно платить по 400-600 евро в месяц за каждого человека. Здесь можно добровольную страховку оформить и получать базовое медицинское обслуживание, ну, например, начиная от 25 евро в месяц даже. Но это только совсем маленькое базовое обслуживание. Давайте сюда пройдем вниз. Мы идем наугад, идем по тем улочкам, которые ведут вниз. Мы хотим все-таки к морю спуститься. Так вот, поскольку здесь зарплаты небольшие, то каждый шестой черногорец ездит на заработки в соседние страны, в Евросоюз. Уже Хорватия это Евросоюз, ну, дальше Болгария тоже Евросоюз, но едут, конечно, в основном в богатые страны. В Германию, во Францию, в Италию, в Австрию, конечно же, ну и в остальные страны. Мы встречали здесь человека, который нас подвозил. Он полжизни, 30 лет проработал в Германии. А сюда они всегда возвращаются. Говорят, это как дача для людей. У них здесь жилье, дома, они сюда все время возвращаются, но на побывку, а зарабатывают они где-то там, в других странах. Еда, продукты питания и всякое остальное обслуживание здесь не дешевле. А только за счет вот этих вот трех вещей: жилье, страховка и налоги, здесь можно жить припеваючи. Я не советую людям, которые имеют простые рабочие специальности, ехать сюда зарабатывать, потому что на той же стройке здесь человек будет получать в 2-3 раза меньше, чем в Германии, например. Мы сейчас как раз проходим мимо стройки, и здесь, слышите, работает перфоратор. Ну, видимо, плитку тоже ложит. И мы решили сравнить цены на укладку плитки в 3 странах. Естественно, нельзя так сильно обобщать цены на плитки в странах, но все-таки есть какой-то средний уровень. Например, в Германии за укладку 1 метра плитки берут от 30 до 50, а то может быть и больше евро за метр. А в Украине, например, мы узнавали тоже очень большой разброс цен, но получается где-то около 14-20 евро за укладку плитки, в зависимости от сложности, естественно. А вот в Черногории даже меньше, чем в Украине. Около 10 евро за квадратный метр. Ну, опять же, если эксклюзивная плитка, то, скорее всего, дороже. Но это показывает то, что в Черногории самые дешевые расценки. Выгоднее работать даже в Украине. Если бы там не было войны, то можно было бы оставаться там, а не переезжать в Черногорию.
Самая минимальная зарплата в Черногории, я вот смотрела, 450 евро в месяц. На эти деньги не проживешь, это минимальная. Причем Это прожиточный минимум, да? Да, и вообще в регионах, которые туристические, там выше зарплаты. Вот Тиват, Будва, Котор, наверное, да, вот Да, эти да, вот да. туристические места, там зарплаты выше. А вот, допустим, немножко подальше, где-то в глубинке, там зарплаты меньше уже. То есть это тоже надо учитывать при выборе места, где ты будешь жить, потому что, может быть, это место такое, там, где зарплаты меньше. Я не знаю, Херцег-Нови считается все-таки курортным городом. Я думаю, тут зарплаты на уровне. Вполне курортный, посмотри. Такая красота. Херцег-Нови находится на побережье. Обалдеть, И боже. здесь просто прогуливаться по набережной уже чего стоит. То есть приехать сюда не ради работы тоже стоит. Дождь, целый день идет дождь, без зонта не пройдет. А жаль, ждешь, ты, наверное, ждешь, пока кончится дождь и печаль. Ты знаешь, что я сейчас прочитал, что в Херцег-Нови есть достаточно медицинских учреждений, чтобы здесь лечиться. Есть, по Это крайней очень мере, важно для нас. да, по крайней мере, одна больница, несколько поликлиник и есть лаборатории, рентген современный. Поэтому, То в есть не общем-то, все так плохо, да? да, случись что, можно полечиться, это уже плюс. Для тех, кто с детьми, здесь есть школы, есть международные школы. Про русскую школу ничего не нашел, про украинскую тоже. Есть международные с обучением на английском языке. Это тоже хорошо. С магазинами и супермаркетами здесь все нормально. Самый распространенный магазин — это Идея. А супермаркет — продукты. Есть масса мелких магазинчиков и даже один крупный торговый центр. Но, например, строительных супермаркетов, таких как Leroy Merlin или Эпицентр в Украине, таких прям в этом городе нету. Но есть, опять же, мелкие магазинчики, которые продают стройматериалы. Ну, это для того, чтобы понимать, насколько город продвинут в этом плане. Красивая набережная, причал, но, на мой взгляд, вот этот вот купол на воде, это какой-то спортивный клуб Ядран, он тут вид портит, не вписывается сюда. Поэтому мы пойдем дальше. Лично для нас мы рассматриваем возможность сюда переехать не сразу, а попозже, если в Германии нам не удастся остаться по завершению 24 параграфа временной защиты. Только тогда. Сейчас мы не планируем, сейчас мы просто смотрим на страну и знакомимся. Мы еще предполагаем познакомиться с несколькими странами в этом плане. А тем временем мы подошли к такому интересному тоннельчику небольшому пешеходному, который ведет из одного пляжа на другой. Это часть набережной. Смотри, небо опустилось вниз. Замри, выключи страх. Взмахни, как взлетает стая птиц. Пари, мы в облаках. Смотри, какой огромный город. Посмотри, какие дома, многоэтажки. Я думаю, там жилья очень-очень много, поэтому здесь дешевле, здесь конкуренция большая. Поэтому здесь дешевле, чем в Будве, в Которе или где-то еще вот на побережье, на таком, да, в центральных местах. Ну да. Вообще набережная просто очень длинная. Я не знаю, она вообще, может быть, заканчивается где-то там, где уже скала вплотную подходит к морю. И то потом дальше продолжается вон там. И это еще мы зашли только с половины. В ту сторону наверняка тоже еще несколько километров. Я боялся, что в таких городках ты будешь себя, ну вот я буду чувствовать себя зажатым, негде погулять, негде пройтись. В Которе там немножко вот ощущается зажатость, и мы оттуда, в общем-то, там очень красиво, бесподобно, но оттуда хочется уехать.
1 день максимум. Да. А здесь, по-моему, простор. И здесь на набережной нет машин, а там набережная, вдоль набережной в Которе идет шоссе, по которому гоняют беспрерывно автомобили и на котором вечно пробки, потому что это одна из основных магистралей страны. Неуютно. Неуютно там. Видишь этот проход между горами? Да. Это выход в открытое море, в Адриатическое. Мгм. Вон в той стороне, там находится Хорватия, граница с Хорватией. Мгм. А в этой стороне граница с Боснией. Вот я ее почувствовала, Виталик. Почему-то здесь мне захотелось говорить про границу. Осторожно, не упади. Расскажи, какая интересная фишка есть здесь. Схема жизни для Схема жизни, туристов. чтобы не оформлять ВНЖ. Есть люди, которые пользуются таким методом пребывания в стране без получения официального вида на жительство. Они заезжают сюда по туристической визе на 90 дней, то есть на 3 месяца. И когда у них заканчивается эта туристическая виза, они выезжают в соседнюю страну, либо в Хорватию, либо в Боснию. Но для россиян, например, лучше в Боснию, потому что Босния не в Евросоюзе. А для нас, скажем, для украинцев можно и в Хорватию. Здесь недалеко граница. Пересечь границу и... Буквально часа на 3. Ты можешь одним днем просто сесть на автобус, приехать в Боснию, побыть там 3 часа, покушать в кафешке и вернуться назад. И почему здесь удобно жить? Потому что отсюда можно и пешком на границу дойти, пересечь и пешком вернуться. это слишком, это конечно, так, да. образно говоря, да? Ходят автобусы, да. Но этот метод, он хоть и работает, есть реальные люди, которые, снимая квартиры в Херцег-Нове, так и живут. Но в один прекрасный момент вдруг что-то изменится в настроении таможенника, или им поступит какое-то указание смотреть на то, насколько дней выехал человек из Черногории, то могут просто не пустить назад. Потому что по закону ты должен пробыть в Черногории 90 дней, и ты должен выехать еще на 90 дней, и лишь только тогда вернуться. Но, по сути, этот закон не исполняется, и, видимо, Черногория заинтересована, чтобы люди въезжали хотя бы таким способом, потому что они здесь тратят свои деньги, они снимают здесь жилье, любые деньги для Черногории – это прибыль. Любой человек, который тратит здесь деньги, особенно тот, кто зарабатывает их за рубежом, он работает на экономику Черногории, поэтому... на это закрывают глаза. Да. Поэтому есть такой способ, имейте в виду, но он нелегальный, сразу говорим. Он полулегальный, Да. можно так назвать. Вот здесь на набережной есть целая карта этих мест, где мы побывали уже и где можно еще побывать. Мы приехали в Херцег-Нове вот сюда, в середину. Здесь старый город, и мы отсюда по набережной вдоль берега шли, проходили вот эту Топлу, и сейчас дошли до Игала. Игало. Мне нравится это название, Да, оно напоминает нам немецкое слово «игаль». которое обозначает все равно. Все равно. Ты где живешь? Игаль. Так оно и возникло, да, типа. Район Игало возник, потому что людям было пофиг, где жить. И мы уже совсем рядом. Мы, в принципе, уже в этот район вошли. Ну и, в общем-то, сейчас он выглядит не так-то уж и все равно. Правда, дома какой-то, я так думаю, советского периода архитектуры. Видишь, вон видно, на набережной даже стоят. Квадратные, серые. Соцреализм югославский, скорее всего, здесь проявил себя в полноте. Примечательно. А вы живете здесь? Ну, приезжаю надолго. А действительно ли в этом районе самое дешевое жилье, если вы снимаете, не арендуете, нет? Нет, я у своих живу. Вот. Я по поводу жилья тут такой разброс цен, смотря какое. А как вообще в этом городе нравится? Все есть по инфраструктуре, например, магазины, больницы, там то, чем вы пользуетесь? Ну, медицина здесь, она, в принципе, не очень-то так развита, скажем так. В Германии лучше, да? Не это, знаю, да. не была, но
по интернету только что. А вы в ту сторону до Савина, до Лазура ходили, нет? Нет, мы от центра идем. От центра, да? сюда, Вот я вам дальше. больше советую в В ту сторону прогуляться. сходить. А? Вот там, когда пойдете, тоже прям по набережной, и дойдете до самой Марины, Лазура, но увидите там яхтенный комплекс, старинное венецианское здание, бывший лазарет венецианский, его переделали в современную такую Марину. А если чуть-чуть обернетесь вокруг и дорожкой как бы выше, уже не вдоль моря возвращаться будете, а вот так завернете вокруг этой Марины и выше пойдете, и увидите старинный монастырь Савина, очень интересный. Ходила в монастырь. Вот. Вы, кстати, можете прям вот в сам старинный этот лазарет зайти вовнутрь, там можно кофе просто выпить, а внутри маленькая крошечная церковь Рока. Старинная церковь, моряки приезжали когда, и вот их в лазарет помещали, чтобы все эти чумы и холеры там не разносить. Вот, и там было, они все отреставрировали, все сохранили. То есть там можно зайти и посмотреть, просто сфотографировать все это. можно. Отлично, спасибо Вот, большое. так что там я вам просто советую, вот еще если время у вас будет, ну можно на автобусе даже за 1,5 еврика проехать. Куда? Да. Ну, можно... Нет, здесь-то прогуляться надо, а я вам советую в Порто-Нове еще съездить. Это Порто-Нове. новая яхтенная марина тоже. А, Вот, такая. это в ту сторону, да? Это в ту сторону, на автобусе, можно и на двойке, и на единичке, вам подскажут там. Порто-Нове, да? Вот. Да. Хорошей прогулки Спасибо вам. огромное Спасибо вам тоже. также. Хорошего дня. Пойдем смотреть виллы Тито. Да, это классно, это интересно. Ну вот так вот он начинается, этот Игало. Вот эти дома торчат как прыщи, а сверху на них антенны всяческие. Ну, смотрите, этот пейзаж нам прям как родной. Вот такого у нас полно везде. Поэтому мы тут себя чувствуем уверенно. Это все нормально. Вот эти вот серые стены, некрасочные, бетонные, тоже для нас привычное зрелище. Странно, что эти дома по цвету отличаются. Видимо, некоторые из них покрасили все-таки недавно, а некоторые стоят такие, как раньше, еще со времен Тито. Сказала нам женщина: пойдите, посмотрите, здесь есть виллы Тито. Кто не знает, это бессменный диктатор югославский. И он, оказывается, здесь тоже отдыхал. Мы уже подошли просто к тем местам, где самое дешевое жилье можно искать. И чтобы вы имели представление о том, в каком районе вы будете жить, если решитесь переехать сюда, в Херцег-Нови, в Игало. Вот, вполне себе современный район городской. Я вижу здесь супермаркет, аптека круглосуточная 24/7. Часы, дома, так неплохо все устроено. Вот это сооружение, конечно, портит вид очень сильно на фоне всего остального такого красочного и изящного. А это вот просто что-то бетонное, которое вообще не напоминает жилое строительство, хотя вполне может быть жилой дом, потому что есть кондиционеры. Возможно, это больница какая-то. Ну, тут уже трудно понять. Давайте перескочим на другую сторону дороги и посмотрим. Вот видите, туда дальше все, ближе к Херцег-Нови пошли домики обычные, трехэтажные, четырехэтажные, как привычно для этих мест. Походу мы немножко заблудились, потому что прямых путей здесь нет. Идешь вверх, потом бац, ой. Привет, мы тоже тебе очень рады. Ты нас приветствуешь? Спасибо. Красавец. Хвала. Теперь мы поднялись достаточно высоко, чтобы обозреть весь этот район Игало. И видно, что он состоит из разных, очень разных домов. Многие из них похожи на турецкие дома, да, домики 3-4 этажей, красивые, уютные. Ну и те дома мы вам уже показывали. Прикольный райончик, кстати. Да, мне тоже тут очень нравится. И мы нашли объявление, которое сейчас на середину октября реально предлагает этот город для аренды жилья. Я практически сегодня лазила в интернете и все нашла. Самое дешевое, что я нашла, это 230 евро в месяц. Комната студия 20 метров, но 2 километра от моря, это где-то еще туда, на горе, наверное. Вот.
Следующее это 300 евро. Квартирка уже 34 метра, 500 метров от моря. Тоже находится в хорошем месте. Потом я еще нашла 350 евро в месяц. Квартира, сейчас скажу сколько. 45 метров, квартира в центре города, рядом магазины, автобусная остановка, ну пляж там внизу. Вот, тоже хорошая. И, конечно, самый дорогой вариант, здесь я нашла 800 евро, ну, конечно, есть дороже, но это неплохой такой вариант, 800 евро из дорогих. 74 метра квадратных, 800 евро в месяц, 5 минут от пляжа, то есть это на берегу, возможно, может быть, даже в этих домах. Еще мы поискали на продажу, потому что это тоже важный вариант, потому что если купить здесь жилье, то можно здесь на этом основании получить ВНЖ. Вот, поэтому это тоже важно, у кого есть деньги, могут просто купить жилье и уже здесь жить со всеми привилегиями. Самое дешевое жилье я нашла за 63 тысячи евро. 63 тысячи евро, да, это 60 метров квадратных. Ух ты, неплохая Можешь квартира. себе представить? В Херцег-Нове, да? Да, Херцег-Нове, на 3-м этаже. 2 спальни, ванная комната, гостиная со столовой, с открытой кухней, с террасой открывается вид на горы. То есть прекрасная квартира, представьте себе, можно купить за 63 тысячи евро. В этом районе получить ВНЖ. Это же сказка. Еще есть вариант за 84 тысячи евро, 51 метр квадратный, 15 минут до моря. Это Шикарно, как мы да. сейчас стоим, Да, наверное, вот на смотри, такой высоте. квартира с 2 спальнями в районе Хомила Херцег-Нове. Это видно Гомила Херцег-Нове. То есть квартира с удобной планировкой, включающей прихожую, 51 метр квадратный, 2 спальни, большую террасу с видом на море. Короче, и эта терраса не входит в квадратуру квартиры. То есть у тебя еще огромная терраса, расстояние до моря 12-15 минут. В общем, я понимаю, варианты какие-то есть. Более дорогие варианты это по-любому всегда есть. Более поэтому... дорогие варианты, вот есть, допустим, за 2 миллиона 600, тоже хороший пентхаус там, с 2 бассейном, миллиона с 600. видом. Да. Ты знаешь, имея такие деньги, я бы задумался Почему бы нет? про другие страны. За такие деньги можно почти в любой стране купить. Ну вот еще из дорогих есть вариант за 400 тысяч, тоже неплохой типа вариант. Роскошный жилой комплекс, 103 метра, 2 спальни, и там вот посмотрите картинки, сейчас Виталик покажет, это, конечно, хорошо, прекрасно, но... Но дорого. Здесь в Игало находится вилла Тито. Тито – это бессменный лидер Югославии. Пришел час, когда и наша родина, Югославия, скоро будет полностью очищена от германской нечисти, и победа и близко. Это дело только несколько дней, не больше месяца. Который правил ей всю свою жизнь и до тех пор, пока не умер в 80-м году. Вот это здание, которое вы видите на экранах, это институт Игало, это не его вилла. Вилла находится вот здесь, правее, там за воротами, ворота закрыты, нас туда не пустят, но виллу видно с набережной. Мы сейчас спустимся по этой красивой тропинке вниз и можем увидеть ее. Тито – это для Югославии знаковая личность, или как сказать, это целая история, потому что он правил практически все время существования Югославии. Югославия просуществовала немногим дольше, чем сам Тито. И главное, что поначалу он очень плотно дружил со Сталиным, но в 1948 году с ним разругался, и каждая страна пошла своей дорогой. Раньше это была мощная страна. Я, кстати, о ней мало что знал. И вот теперь мне очень интересно узнавать подробности жизни. Сюда вот можно на территорию пролезть под забором. Там Но мы не кто-то уже будем. пролез и сидит в кустах. А, да, ой, извиняюсь. Там кто-то срет, действительно. Ну, может быть, он просто противник коммунизма. Тито был коммунистом, а этот человек решил выразить свой протест. Но женщина, которая нам про нее сказала, заявила, что там внутри и смотреть-то нечего, ее видно с набережной. А мы зашли с верхней стороны, поэтому мы сразу ее и не видим. Сосны,
на берегу моря, а тут, наверное, было в свое время очень и очень. Да, а сейчас вот видишь, люди Да. оставляют здесь мусор А сейчас туалет и ходят и сюда мусорка. по-большому. Видно, что раньше были насаждения, всякие кипарисы, сад был большой и цветущий. но- Остатки роскоши. Да, теперь это здесь вот так выглядит. Ну, и явно руины прям, да, почерневшее здание Да. какое-то. Его там и не видно. Конкретные руины еще с этими Да, и укрепление, здесь видно, охрана была сильная. росписи везде. И здесь заканчивается Игало. Давай посмотрим, где мог купаться Тито. Здесь. Ну так, конечно, Тито не был дураком. Тут песчаный пляжик. Смотрите, какая галечка. Возможно, это привозная, конечно, галька. Она какая-то вся... Беленькая. Ну, она, видишь, квадратненькая. Это не обработанная морем. А это громадное дерево называется эвкалипт. И ему, наверное, очень и очень много лет. Тут так пахнет эвкалиптом. Ладно, подойди поближе. Я бы даже его учуяла, просто не знаю, что здесь эвкалипт. Спиной бы почувствовала. Тут этот запах. Посмотри. Давай встань рядом с ним, чтобы было понятно, какого размера этот ствол. Смотрите. Тут можно внутри дом сделать, если прорубить, да? Тут можно даже жить. Все, оставляем Ладу здесь жить. Все равно она уже Тут устала. уютно. Ну все, друзья, попрощаемся с Ладой. Пока, чус. Бай-бай, чао. Привет. Ты к нам? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Хороший, хороший. Так обиженно смотрит, что не похоже. У нас появился еще один член семьи. Он теперь наш. Или Еще мы один его. блогер. О, скажите пару слов, как вам Херцег-Нови? Я вижу, очень нравится. Судя по Он нам хвосту. показывает, куда идти. Это наш проводник. Да. Гид по Херцег-Нови. Внимание, внимание. Но этого я немножко боюсь. Ой, ой. Они подружились. Смотри. Флойд оказался любезный. Они... И смотрит на нас, вроде это ж наша собака, и так возмущенно на нас. Еще морду нам набьют. За нее. Слушай, ты нас подставляешь, дружок. А этот пес идет все время с нами. И люди думают, что он наш. И смотрят на нас. Да, смотрят на нас и с упреком, почему вы выгуливаете пса без намордника. А он бежит впереди нас и сердито смотрит на прохожих. Может, не так и сердито, но смотрит. И некоторые прохожие опасаются. Ну и насчет того, решили ли мы переезжать из Германии в Черногорию или нет. Конечно нет, друзья. Германия прекрасная страна, она дает нам защиту, она дает нам стабильность. Мы рассматриваем Черногорию, и не только Черногорию, и другие страны. Только если у нас не получится здесь остаться, если изменится параграф 24 и всем скажут убирайтесь, вот тогда мы ищем страну, куда бы нам можно было убраться. Мы, конечно, надеемся, что нам удастся получить другой параграф по завершению временной защиты для украинцев в Германии. Но на всякий случай, конечно, нужно быть готовым к тому, чтобы экстренно куда-то переехать. Поэтому мы смотрим разные страны и вам показываем. Мы сегодня прошли набережную Херцег-Нови 2 раза. В одну сторону, потом в обратную сторону. И когда мы шли уже к монастырю Савина, нас сопровождала собачка, которая вдруг исчезла. Представляете? Мы восприняли это как знак. Дело в том, что до монастыря Савина осталось еще целых 2 километра. И мы не успеем туда сходить, потому что у нас автобус на Будву.
через час. И если мы не уедем, то... Нам придется снимать здесь еще жилье. А это нас никак не устраивает. Поэтому, друзья, мы решили подытожить свое видео плюсами и минусами Черногории. Это наше субъективное мнение, поэтому мы предлагаем вам его выслушать и выразить ваше мнение по поводу Черногории в комментариях. Так вот, плюсы. Здесь легко получить ВНЖ. Относительно легко, легче, чем в других странах. Второй плюс – это относительно дешевая жизнь. То есть здесь, если снять дешевое жилье, то остается гораздо больше денег на жизнь. И, в общем-то, здесь получается жить комфортнее. Получаешь больше за меньшие деньги, можно так сказать. Близкий родственный язык – это очень большой плюс, потому что его легче понимать. И вообще многие черногорцы говорят по-русски, особенно те, которые постарше. Православие – это плюс самое для важное, Лады. что меня здесь вообще привлекает. Для Лады это важно. Если для кого важно, то учтите, здесь много православных церквей, вы будете в шоколаде. Низкие налоги. Да, рассказывали вам друзья уже, что здесь налоги ниже, чем в других странах ЕС. И это тоже радует, потому что гораздо же приятнее отдавать немножко денег, а не половину зарплаты. Ну и последний плюс, который мы нашли, это то, что Черногория может в ближайшем будущем войти в состав ЕС, то есть стать членом Евросоюза. Это огромный плюс, то есть ненароком, проживя 5 лет в Черногории, законным образом мы можем получить ПМЖ и стать резидентами Европейского Союза. Это вообще очень привлекательная перспектива. Ну и напоследок несколько минусов, но не для того, чтобы вас огорчить, А плюсы? Все, я плюсы А сейчас. море? Друзья, чуть не забыл. Самый главный плюс Черногории – это море. Море и климат. Климат здесь мягкий, зимой, говорят, тоже не холодно. Мы сейчас, например, находимся здесь под дождем, и нам нормально, приятно. То есть климат и море – это, в общем-то, самый большой плюс, из-за чего мы вообще Черногорию рассматривать и стали. Потому что есть хорошие страны и где-то не у моря, но мы про них даже не думаем. И несколько отрицательных моментов, которые мы специально искали и нашли для того, чтобы не все было так гладко, красиво, как будто понарошку. Слащаво. Слащаво, да. Инфраструктура здесь страдает. Ощущается отсталость инфраструктуры дорог и транспорта. Железной дороги вообще как таковой нет на побережье. То есть есть ветка железнодорожная, которая идет из Белгорода в Бар через Подгорицу, и все. То Может есть быть, сообщение только автобусами. да, только автобусами, и то дороги сейчас строятся, это хорошо, активно делается, но пока не доделаны, и во многих местах очень сложно перемещаться, нету тротуаров, ну и в городах есть недоработки. Второй минус – это мало работы. Я его назвал так, хотя Лада говорит, работы здесь хватает, просто, Точнее, да, не мало, а низкооплачиваемая. просто она низкооплачиваемая. Да, будет точнее, да. Это, как бы неприятно, если приходится делать ту же работу, что в других странах, но получать за это гораздо меньше. Больше я никаких минусов в этой стране не нашел пока, потому что мы здесь всего лишь 5 дней. И, в Для общем-то, того, чтобы найти много минусов, я думаю, надо здесь пожить хотя бы месяц-два, лучше год. Тогда да, ты- прочувствовать все, Да. узнать все нюансы. Например, насчет медицины мы не можем Да. сказать ничего, потому что мы не пользовались здесь ей. И, Ну, возможно, тогда минусов будет гораздо больше, чем плюсов, как сейчас, да. после 5 дней жизни. Так что, друзья, на этом наше оценивание Черногории мы завершаем. Просим вас поделиться своим мнением про эту страну. Говорите, что вы думаете о нашей ситуации, вообще о Черногории, о жизни. Может, кто-то лучше знает, чем мы. Пишите все в комментариях, мы все читаем, и не только для нас, другим тоже интересно почитать и узнать информацию. Выкладывайте всю информацию в комментариях. На этом мы с вами прощаемся. Всем хорошего настроения. Поставьте лайк, пожалуйста, этому видео. Подпишитесь, если вы еще не подписаны на канал. Следующее видео будет уже в Германии. Всем пока. Пока. С этим миром что-то не так. Иногда происходит то, чего не бывает.
Ты не мечтал об этих местах, но точки на карте вдруг оживают. Посмотри вокруг, здесь особенный дух. Как ты мог оказаться здесь? Об этом нельзя разговаривать вслух, но можно тихонько спеть. Купи розовые очки и не слушай никого. Мир будет всегда таким, каким ты видишь его. С тобой случается именно то, что просто не может быть. Купи розовые очки и не забывай